Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, роскошный, вкуснейший, просто очень-очень легкий во вкусе торт эскимо. Торт этот я сегодня буду готовить очень быстрым способом. Все приготовление этого торта у меня займет не более 1 часа моего личного времени. Торт этот посредством получается недорогой, бюджетный. Готовить его будем из самых простых и доступных продуктов. Вот так он прекрасно нарезается вот на такие ровнейшие порционные пирожные. Все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сначала приготовим корж. Для этого мне понадобится 250 грамм муки, 50 грамм какао-порошка и 2 чайные ложки без горки разрыхлителя. Все это перемешиваю и пока что отставляю в сторону. Какао-порошок у меня здесь не алкализованный, обычный. Сейчас 8 яиц крупного размера я разделяю на желтки и белки. Желтки я пока что минут на 5 отставлю в сторону, с ними ничего не произойдет за этот короткий период времени, и я взбиваю сейчас сначала белки. Итак, 8 белков, добавляю к ним щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара, повзбиваю примерно минуту до состояния пены. Добавляю туда сейчас 300 грамм сахара, сразу весь сахар добавляю в белки, и взбиваю еще примерно минуту до объединения такого легкого сахара и белков. И всыпаю сейчас туда 20 грамм кукурузного крахмала. И вместе с крахмалом белки я уже взбиваю примерно минут 5. Меренга будет глянцевая, она будет очень хорошо уже держать форму, но пики должны быть вот такие подрагивающие. То есть меренга не должна превратиться в губку. И вот теперь я ввожу туда все желтки. То есть я вот ввожу желток, сразу перемешиваю и сразу ввожу следующий. До объединения все это перемешали и сразу же выключаю миксер. Вот эта вот яичная масса должна быть пышной и держать вот так рельеф. Собираю все со дна и со стеночек миски лопаткой и ввожу уже всю сухую смесь, которую мы приготовили ранее. И вот сейчас эту сухую смесь я буду просеивать туда примерно в 3-4 приема. И между введениями сухой смеси я буду вливать туда еще 200 мл молока комнатной температуры. И молоко я буду вливать также порциями. То есть не все молоко, а как бы вот по чуть-чуть. Это очень облегчает процесс перемешивания, потому что любая смесь с какао тяжелее перемешивается, чем просто с мукой в бисквитном тесте. По вкусу это будет практически классический бисквит, просто с более интенсивным, насыщенным таким вкусом. Духовка у меня заранее уже разогрета обязательно на 175 градусов Цельсия. Завершаем вымешивание последней порции молока, то есть в общей сложности 200 мл молока мы туда ввели. Все перемешала. Сейчас лопаткой обязательно прохожусь по донышку и по краешкам формы. Противень у меня здесь стандартный 32 на 42 сантиметра. Бумагу для выпечки я беру силиконизированную. Если у вас не силиконизированный пергамент, слегка его смажьте растительным маслом без запаха. Сейчас всю эту смесь я выливаю сразу на пергамент. Она будет достаточно жидкая, это нормально. Обязательно сейчас из центра разгоняем эту массу к уголкам противня, потому что потом она может у нас быть бугорком. Не нужно ждать, что она здесь сама распределится. Выпекать этот корж я буду сейчас при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции в заранее разогретой духовке на среднем уровне в моей духовке ровно 20 минут. То есть через 18 минут проверяю деревянной шпажкой, она уже выходит сухая и чистая из коржа, но даю ему еще постоять пару минут, чтобы корж стал уже стабильным. Отстучала вот так на столе, чтобы вышел лишний воздух, убираю выпекаться. И в это время приготовлю сразу заварную основу для крема. Итак, 400 мл молока я довожу до кипения, но не кипячу. 35 грамм кукурузного крахмала. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара к крахмалу, перемешиваю. И добавляю туда 100 мл молока. Просто комнатной температуры. Все перемешиваю, чтобы не было комочков. И заметьте, сахара больше я не добавляю пока в заварную основу. Все это я расскажу потом далее. Здесь у меня 4 яйца среднего размера. Я разбиваю в меланж. Просто чтобы это быстрее у меня смешалось с молоком. Все это я перемешиваю. Добавляю к крахмальной смеси яйца. Перемешиваю. И иду заваривать все это на плиту. В закипающее молоко тонкой струйкой бережно я вливаю сейчас всю эту крахмальную смесь. Сразу же выключаю сейчас плиту практически на минимальный нагрев. И из 9 делений на двоечки я буду заваривать всю эту заварную основу
Доведу сейчас ее до кипения, прокипячу примерно 20, максимум 30 секунд и сразу же снимаю с огня, потому что яиц очень много. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, и остужаю до комнатной температуры. Итак, корж у меня испекся. Сейчас проверяю для вас деревянной шпажкой. Она из коржа выходит уже сухая и чистая. Ровно 20 минут он у меня выпекался в моей духовке. Сейчас сразу же извлекаю корж из формы и сразу срезаю у него бортики. Бортики нам обязательно сейчас понадобятся для обсыпки боковинок торта. Корж получается идеально ровный при выпекании, он очень воздушный, с очень насыщенным вкусом классического именно бисквита. Благодаря вот этой рецептуре очень быстрый корж, очень быстро печется, но по вкусу он более насыщенный, и его сразу можно брать в работу. Он не требует абсолютно здесь никакого отдыха. Разделила примерно на две половинки, и вот эту пенку сверху у коржа я ее удаляю при помощи ножа. Она нам здесь вообще не понадобится. Эта корочка, она не несет никакую смысловую нагрузку, она будет просто потом мешать нам при нанесении крема и также липнуть к подложке, она здесь вообще не нужна. Итак, получилось вот таких два коржа. Коржи достаточно высокие, в высоту по 2,5 сантиметра, но в этом торте так их и оставляем, по традиции он так и делается. Коржи еще очень нежные, обращаюсь с ними бережно. При помощи вот таких пластиковых досок очень удобно их переносить с места на место. И один корж сразу выкладываю на подложку для торта. Здесь у меня 400 грамм размягченного сливочного масла. Я его повзбивала пару минут до побеления и пышности. Ко взбитому маслу я добавляю 390 грамм сгущенного молока с сахаром, то есть обычной сгущенки. Вот так по одной щедрой столовой ложке. Прорабатываю каждую эту ложку быстро миксером до объединения с маслом. Сгущенка, естественно, комнатной температуры, и масло не должно быть слишком разжиженным, иначе крем у вас не получится, он будет просто жидким. У меня на канале есть уже давно, я выставляла лет 5 назад, торт эскимо, где я заварную основу сразу провариваю со сгущенкой. То есть я добавляю в заварную основу сгущенку сразу. Но здесь я этого не делаю, потому что, если вы обратили внимание, у меня в этот раз сгущенка очень плотной консистенции. То есть она вообще не льется, она очень крутая такая по консистенции. Сейчас быстро отвлекусь на заварную основу, она остыла до комнатной температуры, и я по 2 столовые ложки ввожу ее к маслу со сгущенкой, прорабатываю быстро миксером, просто до объединения, ничего долго не взбиваю. Почему же сгущенку я сразу не проваривала вместе с крахмалом? Вот такой консистенции сгущенка, когда она не льется, когда она очень такой плотной консистенции, если ее добавить сразу в крахмальную смесь и проваривать, зачастую она блокирует просто заваривание крахмала. Это уже известно из многолетнего опыта. Поэтому такого плана сгущенку лучше взбить с маслом, сделать практически несладкую эту заварную основу и потом аккуратно все это взбить уже вместе с масляным кремом на сгущенке, по сути. И тогда уже крахмал прекрасно заварится, он абсолютно не будет чувствоваться во вкусе, потому что если такую плотную сгущенку проварить вместе с крахмалом, зачастую она блокирует его, и крахмал будет чувствоваться просто во вкусе. И вот этого допускать никак нельзя. Поэтому делаем в этом случае крем именно вот таким способом, потому что сгущенка бывает очень жидкая, тогда ее добавляем, но здесь совершенно другой у меня вариант. Итак, крем мой готов. Крем удивительно вкусный получается, вот приготовленный таким вот образом. Он бархатистый, он тает во рту, он незабываемо просто вкусный. Здесь на пропитку этих двух коржей я беру 200 мл молока. И это нормально, потому что коржи имеют здесь текстуру классического бисквита, они здесь требуют обильную пропитку. Буквально здесь 3 вот этих силиконовых лопатки крема, как вы видели, отложила в кондитерский мешок для украшения. Практически весь крем я выкладываю вот на этот нижний корж. То есть, чтобы у нас была такая имитация мороженого, как бы эскимо. Обязательно укрепляем уголки кремом, чтобы они у нас были не просевшими потом уже в торте, чтобы было все-таки красиво, достойно у нас все во внешнем виде. Накрываю все это вторым коржом сейчас. Крем практически у меня ушел весь. Я оставила просто на такое тоненькое выравнивание верхнего коржа этот крем. Сейчас все бортики я подравниваю. Коржи старайтесь сделать максимально ровными, чтобы у вас был достойный вид у этого торта. Я вот не люблю, когда торты выглядят просто как нечто, какое-то месиво. Всегда можно сделать их достойными и красивыми. Просто взять линеечку и разметить по линейке, и все у всех получится. Пропитываю сейчас
остатками молока. То есть молоко у меня ушло все здесь. И сейчас остатками крема здесь буквально у меня, может быть, 2 силиконовых лопатки этого крема здесь осталось. Я выравниваю верхний корж. Это нужно сделать обязательно для последующей глазури. Потому что иначе, если не выровнять вот этим кремом верх, глазурь будет впитываться вот в этот нежнейший корж. И этого нам здесь никак нельзя допускать. Все это я выровняла. Убираю я сейчас этот тортик на пару часов в холодильник, чтобы он у меня просто схватился. Вы можете его просто убрать на ночь в холодильник. Здесь тоже нет ничего страшного в этом. Он еще будет вкуснее, еще более насыщенным. Торт хорошо уже стабилизировался, и сразу готовлю для него глазурь. 200 грамм шоколада. Здесь у меня 39% какао в шоколаде. Добавляю туда 30 грамм сливочного масла, такого достаточно размягченного, и 70 миллилитров молока комнатной температуры. Все перемешиваю. Получается вот такая вот вкуснейшая глазурь со вкусом ганаша на сливках. Очень роскошный просто будет вкус у этой глазури, и она пластичная, она не трескается потом при нарезании. И она без сливок, она бюджетнее гораздо, чем на сливках получается. Глазурь очень-очень удачная. Если вы хотите, чтобы глазурь у вас прям лилась так, чтобы она стекала, ее нужно просто еще импульсами прогреть в микроволновке на буквально секунд 15, может быть 20, чтобы она у вас была более пластичной. Я этого не делала, чтобы она у меня не лилась потом по боковинам. Я делала вот так намеренно, чтобы она была более такая вязкая. И меня все здесь устраивает в принципе, потому что торт мне этот нужен был очень быстро. Рамочки я снимаю сейчас кондитерские. И вот так вот разровняла по боковинкам. И сейчас обрезки от бисквита я измельчила в измельчителе. Ими я посыпаю боковины торта. Буквально на 15 минут я убрала торт в холодильник, чтобы схватилась немножко хотя бы глазурь. И вот тем кремом, который я оставляла в кондитерском мешке для украшения, я делаю вот такие вот розеточки. Номер кондитерской насадки здесь у меня 2D. Вот этот кондитерский мешок с кремом я тоже на часок убирала в холодильник, но потом заранее его достала, еще где-то за час перед тортом, чтобы он слегка нагрелся у меня опять до комнатной температуры. То есть вот так вот можно делать и потом им работать. Вы можете вообще не украшать этим кремом торт сверху, и весь этот крем не откладывать вот эти 3 силиконовые лопатки крема в кондитерский мешок, а просто все это спокойно поместить в начинку, то есть в середину торта. Сейчас я вот так вот слегка прорезаю сначала саму глазурь, чтобы потом крем у меня был красивый уже в разрезе, чтобы вам показать. А потом уже прорезаю сам торт. Всегда советую так делать, чтобы сначала у нас надрез глазури делаем, а потом уже сам тортик, если вам это принципиально. Вот такой шикарный разрез у него получается. Торт очень пропитанный. Торт необыкновенно просто вкусный, все вкусы здесь идеально сочетаются. Меньше глазури на эту порцию я уже использовать не советую. Вы видите, какой здесь тоненький слой глазури получается. То есть вот это идеальное здесь количество. Торт очень пропитанный, очень мягкий. Тестирую вот так вот перчаткой, чтобы вам показать, насколько он мягкий. Этот торт я делала на благотворительную акцию в школе. Поэтому, к сожалению, надламывание вилкой я вам тут не показала. Но я думаю, это и так понятно, насколько он нарезается. Видно же, какой он мягкий, какой он пропитанный. Тортик, как я вам уже сказала, делала в школу на благотворительную акцию. Поэтому нарезала здесь при вас уже сразу на 14 порций, чтобы девочкам там было удобнее его раздавать сразу, эти кусочки. Видно здесь при нарезании, насколько ровно он нарезается. Он не крошится при нарезании, насколько он нежный, воздушный. Это все, я думаю, видно. Этот торт, естественно, можно будет испечь и в круглой форме. На это количество продуктов следует брать круглую форму 28 сантиметров. Естественно, время выпечки будет увеличено. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.